Заметил, как я наврал во второй части? Заметил. Здесь это прошло. Ну смотри, я сунул тебе в чемодан 6 рубашек. Хватит? Хватит. Зато глиссанда в стакате получилось. Октавы в финале даже мне самому понравились. Октава что надо? А что? Что тебе надо? Чего ты злишься? А я не злюсь. Но я устал. За 12 дней 20 концертов. А впереди еще 20. Ну что ж, надо радоваться. Контракт. Я и радуюсь. Но я устал. И чего, в поезде отдохнем? Перекинемся в картишки, выспимся. А почему мне не дал сыграть еще раз на бис? Гарви, всего 3 минуты стоим. Гарви! Я сейчас. Что вам угодно? Сигареты какие-нибудь. А это что? Не слышу. Я спрашиваю, это что? Это гравюры. Что за гравюры? Наши места. А какие же у вас места? Лис, Зурбаган, Гельгью. Что же? Это значит на самом деле? Я что-то не понимаю вас. Простите, но... Ведь они же придуманы, эти города. Я всегда так думал. Но как же это так придумано? Просто так. Сел человек. Есть такой писатель, Грин. Сел и на бумаге буквами написал. Шутник вы. Лис рядом, 30 минут автобусом. Гарви! Вы опоздаете, Гарви. Дайте, пожалуйста, мой пиджак. Покупайте свои сигареты и садитесь скорей. Прощайте, Лер. Что это значит прощайте? Надо же попрощаться. Я остаюсь. Боже мой, прыгай! Я же остаюсь, я сказал. Как? Почему? Об этом не говорят на ходу. Ты с ума сошел? Это мальчишество. У нас контракт. Боже мой, 20 концертов. Я на тебя в суд. Гарви! Мальчик мой! Я умоляю тебя! Гарви! Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшееся, не сбывшееся, ты позовешь, позовешь, позовешь за собою меня.
позовешь меня. И пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшееся, не сбывшееся, я за тобой, за тобой, за тобою иду. Я за тобой иду. Гарвей! Будешь играть? А что? Пиратов? Не буду. Я занят. Чем ты занят? Ну вот, смотрю на море. Там же ничего нет. Ну и что ж? Да ну! Ты чего не играешь? Я никогда не играю. Жаль мне тебя. Это неизвестно, кого жаль. Вот ты зачем здесь? Не знаю. Не знаешь? Может, ты шпион? Да они не знают. Взрослые все знают. Что ж они знают? Все. Будем нападать. Все равно он пустой. Господи, скорее бы сезон. Все-таки попробуй. Попробуем. Попробуй. Стой! 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 Погоди-ся. Ну, выходите все. Ну, живо! Три, четыре. Бывает несбывшийся в бронзе и мраморе, бывает мелькнет в темноте ночной, а у нас несбывшийся с видом на море, круглосуточно вместе с горячей водой. И все это вам предоставить рад лучший в Лисе отель «Фрегат». Я знаю, она ждет бегущую по волнам. Кого? Есть такая сказка. Вы не видели парус? Нет, не видел. Простите меня За что вас простить? за то, что не видел. Тогда и вы простите меня. За что? За то, что спросила. Извините, я тороплюсь, я спешу. Добрый вечер, господин Гарвей. Вот это да. Почему так торжественно? Я ведь здесь на работе. Слушай, Слушаю. я хотел узнать про одну девушку. Мы ее видели днем. Ее зовут Бичи Сэниэль. Откуда ты знаешь? Сейчас ведь не сезон. Каждый человек на виду. Я могу ее видеть. Вероятно, когда-нибудь.
почему ты так говоришь? Потому что она уехала вечерним автобусом в Гельгю. Но она велела вам передать... Мне? Она велела вам передать не медлить. Не медлить. Не медлить. Могу я увидеть госпожу Бичи Сэниэль? Вероятно, когда-нибудь. А почему ты так говоришь? Потому что она уехала вечерним автобусом в Гельгю. Она велела вам передать... Мне? Она велела вам передать не медлить. Не медлить. Да, только одно слово – не медлить. Бегущие по волнам. Эй, кто-нибудь? Чему обязан столь ранним визитом? Если считать час ночи началом дня, то я явился безумно рано. Руки! Ну, послушайте. Руки! Ты что, меня не знаешь? Нет. Врешь. Капитана Геза знает каждый. Теперь я знаю капитана Геза. Кстати, я тоже не представился. Томас Гарви. Пианист. Музыкантов ко мне еще не подсылали. Меня никто не подсылал. Можно я опущу руки? А что, устал? Немного. Но я могу еще подержать. Ну ладно, опусти. Садись. Садись!
Ну что, что? Что ты смеешься? Нет, это нервная улыбка. Очень странно, на вашем корабле встречают пассажиров. У капитана Геза на корабле пассажиров не бывает. А я этого не знал. Я чужой в лесе. Как ты попал в эту дыру? Разве здесь плохо? Здесь. Провинция. Я же этого не знал. Я сошел с поезда и остался. Отстал? Нет, остался. Зачем? А стоит ли вести такой долгий разговор в такой ранний час? А почему бы и нет? Куда нам торопиться? Почему бы нам с вами не поговорить по душам? Думаешь, часто случается, когда два человека могут поговорить по душам? Ну, почему ты сошел с поезда и остался? Бывают в жизни такие моменты. Если бы я не поступил так, то потом бы и жалел. Мне хотелось хоть раз в жизни не подчиниться. Ну и чему же это вы не подчинились? Обстоятельства, будням. Впрочем, разные названия, но смысл один. Руки. Руки. Поднять. Не иронизируйте, Гарвей, не надо. Вы же счастливчик. Ведь вам же повезло. Вы нашли именно тех людей, которые могут вас понять. И эти люди? Я и моя команда, капитан Гесс и его матросы. Последние настоящие моряки. Сейчас вы их увидите. Ну зачем же? Люди спят. Так пусть просыпаются с собой. Ну! Медленно просыпаетесь, Бутлер. Принял лишний груз, капитан. Спал без задних ног. Так вот, старики, это Гарвей. Он музыкант. Он хочет... А чего ты хочешь, Гарвей? А? Я увидел ваш корабль и влюбился в него. Я свободен. Мне все равно, куда вы пойдете. Ну? Мы пассажиров не берем. Согласитесь, что самое мудрое в правилах – это исключение? Правильно. Конечно, у меня нет много денег. Вот все, что у меня есть. Слабовато вам платят за музыку. Деньги не имеют значения! Сыграйте, Гарвей. Я не знаю, стоит ли. Стоит. Инструмент неплох. Пожалуйста, прошу вас. Садитесь.
Я совершенно забываю, что где-то существует Земля. Что с тобой? Ах, вот что. Она тебе нравится? Мне кажется, что я ее видел. Где? Когда? Не знаю. Хитришь? Ну зачем ты со мной хитришь, Гарви? Где ты ее видел? В Лисе. Нет. Почему? Она не могла быть в Лисе. Значит, Лисе была другая, похожая на нее. Похожих на нее нет. А вот мы с тобой похожи, Гарви. Оба ищем то, чего нельзя найти, только я это скрываю, а ты? Скоро догон, капитан. Ну что за манера? Входить всегда без стука. Недостаток воспитания. Ну что? У меня идея, капитан. Если мы берем в догоне этих, женщин, Ну? может, заодно возьмем и груз? У Брауна нет. Зачем? Браун нам навязывал, а мы возьмем у Крэга. Да? Ну, ладно, я подумаю. Что еще? Тогда я пойду поставлю бегущую на рейд. Вы? Нет. В догоне слишком трудный вход. Я распоряжусь сам. А вы развлекайте господина музыканта. Ну что же, выпили с капитаном. Выпейте теперь с помощником. Это виски хорошее. Кстати, оно куплено на деньги, которые вы дали Гезу. А вы ничего не имеете против, господин музыкант, если мы возьмем на борт нескольких дам? А почему же я должен быть против? Красотки спешат на какой-то праздник в Гельгию. Они из тех, которые идут туда, куда их позовешь. Вот за нею пойдешь. Куда она позовет? Ну ладно. У меня дела. Извините. Добрый вечер. Прошу встать. Прошу. Прошу садиться. Друзья, на нашем корабле не бывает пассажиров. И это наша традиция. Однако вы знаете, что самое приятное – это нарушать всякие традиции и правила. Хотя бы в порядке исключений. Гарви, я слышал, как вы играете. Я обязан вам сказать, что музыкант вы гениальный. Но меня интересует не это. Я знаю, почему вы сошли с поезда и остались. Вас позвал голос. И вот тут мне хочется прочитать вам одну мысль, которая, к сожалению, принадлежит не мне. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас. И мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. И вот тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем своим существом стараясь понять,
не начинает ли сбываться несбывшееся. А между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов несбывшегося, толкуя о делах дня. Так вот, друзья, не будем сегодня толковать о делах дня. Миленький, а вы кто? Я? Не знаю. Правильно. Никто не знает, кто он. Вот когда помрешь, будешь знать. На могилке напишут. Капитан, ты веришь, что я твой настоящий друг? Верю. Только не продолжай, а то я заплачу. И пошел ты отсюда. Вон. Не обижайся. А вот в Зурбагане парень есть. Он лежа на животе играет. А ты так не умеешь? А я так еще не умею. Но вот так умею. Вот так. Простите. Меня извините, что я вас тревожу. Что вы, капитан? Не сердитесь. Нет, что вы. Нет, просто я побеспокоил великого музыканта, я извиняюсь. Ну что вы. Вы мне позволите два слова сказать своим братьям? Конечно. Не сердитесь. Нет. Разрешаете, да? Нет, просто я вас не унизил, не сердитесь. Ведь верно? Верно. Ну, спасибо большое. Вы знаки и фигуры, явившиеся неизвестно откуда, и все же развеселившие меня, пока вы все еще не исчезли. Вам я вверяю ржавчину своего несбывшегося. Придите и сотрите ее. Поняла? Ты очень плохо смеешься. Я тебя научу, как это делать. Что вы делаете? Опомнитесь, Гесс. А ну, господин музыкант. Очень жаль. Бутлер. Очень жаль. Музыкант, ты ударил капитана Геза. Знаешь, что это такое? Очень жаль. Бутлер!
Капитан Гес виноват. Капитан Гес будет просить прощения. Гарвей. Гарвей. Откройте. Я хочу попросить у вас прощения. Вы все это скажете мне завтра утром. Гарвей, это жестоко. Я не могу ждать до утра. Вы же понимаете, что я презираю себя. Вы же единственный понимаете, как я сейчас стыжусь себя, Гарвей. Я вас понимаю. Тогда откройте. Я должен немедленно пожать вам руку. Нет, прошу вас. Я это обязан сделать при всех. Только искренне. Спасибо. Я прощен? Прощен. Это правда. Да. А ты нет. Утлер! Давай в лодку. Опускай. Наш капитан добрый. Я бы тебя живым не выпустил. Дайте хоть весла. Зачем? Тебя понесут волны. Это красиво. Узнаешь, что такое одиночество. Не страшно ли вам одному на темной дороге, Гарвей? Вам лучше вернуться на корабль. Вы погибнете со мной. Вы принимаете меня за другую. Меня зовут Фрейзи Грант. Я здесь, чтобы вам не было жутко и одиноко. Я скоро уйду. На рассвете вас подберет пароходик Нырок. Там будет девушка Дейзи и другие. Они все прекрасные люди. Но никто не должен пока знать, что я была с вами. Я ухожу, Гарвей. Куда? Я не понимаю. Волны. Одни волны кругом. Для меня там одни волны. Среди них есть остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я увижу его с рассветом. Прощайте. На темной дороге еще много одиноких. Я тороплюсь, я спешу.
переходи сюда. Так, хорошо. Уже получается. Кто выдумал эти танцы? Старайся ты, Баган, старайся. Человек должен уметь все. Век не тот. Времени не хватает. А надо? Надо. А что, если президент не умеет танцевать? Он что же, в президенты уже не годится? А что ты думаешь? Вот Дейзи, она все умеет. Вот. И танцевать, и петь, Слушай, Табаган. и шить, и готовить, и даже корабль водить. Видишь, сколько всего? Вот и назначь свою Дейзи президентом. Прошу, Дейзи. Что это? Вы что-нибудь слышали? Ничего. Я сказал, прошу, Дейзи. Эхо должно быть. Эхо в море? Мне жаль тебя. Человек в море. Лево руля, малый кот. Табаган, готовь трап. Ну скорее же, Табаган, черт тебя подери. Дейзи. Куда вы? Волны. Одни волны кругом. Я не понимаю. Хотите, я вам чем-нибудь покрою голову? А то солнце напечу. Что вы сказали? Надо покрыть голову. Нет, спасибо. Мне что-то снилось. Откуда вы меня знаете? Я вас не знаю. Как? Вы же крикнули. Дэдди! А вы Дейзи? Да. Меня зовут Гарри. А я Дейзи. Дейзи. Вы же крикнули с моря Дейзи. А это был? Да. Не знаю. Была драка с Геза. Это я помню. С матросами. Потом море. Потом сразу утро. Не сразу. Было еще что-то. Вы знали мое имя. А меня почти никто не знает. А она знала. Кто? Кто? Скажите. Я не могу сказать. Простите меня. Тогда и вы простите меня. За что вас простить? За то, что спросила. Это вам для подкрепления. Я-то, в общем, не пью. Ради компании. Вы видели девушку? Славная девушка. Она может быть ваша дочь? Моя племянница. Сами понимаете, возить девушку на корабле – это значит править двумя рулями. Но у нее хороший характер. Табаган за копейку получил целый капитал. И меня бесит то, что они все равно поженятся. Простите меня, но чем он плох, Табаган? Я сам себя спрашивал. Не могу найти ответ. Ничего не могу о нем сказать. Черт возьми. Вот такой он человек. Ничего о нем не скажешь. Ну, а это, сами понимаете. Я думаю, ей нужен другой муж. Но это между нами, конечно.
Табаган просил передать, что он стоит на вахте сколько нужно, если вам некогда. Вот это очень хорошо. А я думал, меня выкинет в море, раз у нас появилась лишняя шлюпка. А пока ему надо ужинать. Ну иди же, Табаган. Прошу прощения. Подумать только. Здравствуйте, Табаган. Выбросить за борт человека. У Геза теперь заберут бегущим. Я очень рад за такую историю. Пустой человек, и к тому же он негодяй. Я никогда не уважал его. Гесс это очень переживает. Что вы хотите этим сказать? Не обращай внимания, Табаган. Мисс племянница, а где ваша повязка? Глаз не болит? А мне надоело на все смотреть одним глазом. Слишком много интересных событий в последнее время происходит. А что было с глазом? А мы подрались с Табаганом. И он поставил мне синяк. Она засорила глаз углем. Ну зачем ты выдумываешь, Дейзи? Потому что интересно. Гарви, поднимитесь на палубу. Я? Я хочу, чтобы вы знали. Что? Вас ждут? Вероятно, там появился летучий голландец или еще что-нибудь. Это Больты. Ну сколько мы пели, Больты, с вами балладу про Фрейзи Грант? 1502 раза. Люблю, когда люди врут. Не зачем-нибудь, а просто так. Ну, Больты, мы в гостиной, в обществе. У нас гости. Смотрите, не опозорьтесь. Вы слышали когда-нибудь историю про Фрейзи Грант? Пожалуйста, прошу вас с самого начала. Шел корабль из далекой Австралии, из Австралии, из Австралии. Он в Коломбо шел, и так далее, и так далее, и так далее. И корабль этот вел из Австралии капитан Александр Грант. И была у него дочь-красавица, дочь-красавица, дочь-красавица. Даже песня тут заикается, даже песня тут заикается. Уж такая была красавица, это самая Фрейзи Грант. Как бы там ни было, корабль плыл и был в пути 1,5 месяца, когда вахта на рассвете заметила огромную волну, метров 100 высотой, шедшую с юго-востока. Все испугались и приняли меры достойно утонуть. Однако ничего не случилось. Корабль поднялся, опустился, и все увидели остров замечательной красоты. Фрейзи Грант, хотя и была доброй девушкой, вот как наша Дейзи. Джентльмены, обратите внимание на ее лицо при этих моих словах. Не отвлекайтесь. А вы, Гарви, слушайте. Сейчас начнется самое интересное. Совершенно верно. Вот оно и началось. Фрейзи стала просить отца пристать к острову, но капитан Грант, естественно, и с полным основанием ответил, что острова эти всего-навсего пригрезились. Острова эти нам пригрезились, нам пригрезились, нам пригрезились, нам пригрезились эти отмели, эти пальмы на берегу. А к мечте, дорогая Фрейзи, я пристать никак не могу. Что ж, вы правы, сказала Фрейзи. Что ж, прощайте, сказала Фрейзи. Что ж, прощай, мой отец любимый, не сердись понапрасну ты. Пусть корабль к мечте не причаливает, я смогу добежать до мечты. И с этими словами Фрейзи прыгнула за борт.
это не так трудно, как я думала, сказала она, и, побежав по волнам к острову, скрылась, как говорится, в тумане. Дейзи, возьми платок. Всегда плачу, когда доходит до этого места. И бежит по волнам, чуть касаясь волны, и на зыбкой воде остаются следы. По волнам сквозь ненастье и мрак до конца все бежит и надежду приносит в сердца. Фредди Грант, Фредди Грант, Фредди Грант. И с тех пор считается, что Фредди Грант помогает всем одиноким и потерпевшим крушение в море. Не считается, а правда. Да нет, считается. Ты уже поужинал? Да, поужинал. Я могу сказать с уверенностью, что никто никогда не видел человека, которому помогла бы Фредди Грант. Это сказка для маленьких. А те, кто основал гильдию, их Фредди спасла в море. Они даже поставили ей памятник. Разве это памятник? Вы бы посмотрели на него, Гарви. Это жалкий памятник нищих людей. Уж если бы это была бы правда, я бы поставил ей золотой. Ты сказал, и мне стало грустно. И у меня опять заболел глаз. Ну и пожалуйста, извините. Что ж, песня спета, что было, то было, а чего не было. Того не было. Эй, вы кулачисты! Как смеете являться в таком виде в город, бегущий по волнам? Сожгите все, что горит! Сожгите ваше судно, черт побери! Да скажите, что у вас тут происходит? У нас карнавал, и веселый! Девушка у вас не дурна! Давайте ее сюда! Жаль, вы далеко. Я бы сделал вам маску покрасивее. А мы же шутим! Шутим! Я не люблю шуток. Тогда возвращайтесь в море и плачьте там! А ты почему без маски и без пистолета, Гарви? Думаешь, они тебе здесь не понадобятся? Бутлер. А карнавальные пистолеты можно сменить на настоящие. Подумать только, какие деньги выброшены на пустяки. Это не пустяки, это праздник. Так и должно быть. А вот и мы! А вот и мы! Поймали! Эй, что ты делаешь? Куда вы бежите? К морю! Будем бегать по волнам! А завязали глаза, потому что боимся. Гарви! Гарви, тот самый. Его выбросил в море Геф. Гарви! Гарви! Бежишь! Тебя понесла! Отомсти Гефу, Гарви! Отомсти Гефу! Ты встречала в море Фредди Грант? Ведь она приходит ко всем одиноким. Идем, я покажу тебе ее. Гарви, немедли! Гарви! Осторожней! Черт знает, что это за карнавал! Гарви, куда? Счастливо, Дейзи! Меня зовут... Куда ты прячешься? Тебя никто не зовет. Что с тобой? Дейзи!
Ты засек время, сколько он здесь стоит? Час. Я просто смотрю. Я чужой в городе. Может быть и так. Это так. А что вы здесь делаете? Сторожим. Видишь? А зачем сторожить? От кого? Мы не знаем. Разве она мешает кому? Мешает, наверное. Чем? Бежит, потому что. По волнам. Гарви! Гарви, я вас искала. Я вас тоже. Вы меня узнаете? Я вас не узнаю. Я вас знаю. Что вы знаете? Я знаю, что вы – это она. Кто? Она. Как красиво вы говорите. Но почему вы не сказали мне всю правду? Скажите, откуда вы узнали мое имя? Я знаю. Вы просили, чтобы я не медлил. И вот я здесь. И мне приятно произнести ваше имя. Бичес Сеньер. Подождите. Не надо. Прости меня, Дейзи. Да, Дейзи, к сожалению. Что ты здесь делаешь? Вот нарядилась, хотела вас повеселить. Не получилось. Я думал, ты уже давно спишь на нырке. А где Табаган? Он играет в лотерею. Она беспроигрышная. Он выиграл. Что он выиграл? Все, что хотел. Но я пойду. Нет. Нет. Зачем? Посмотрите. Дейзи! 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 Гарви! Дейзи, странные вы. Зачем вы убежали? Я не странная и не Дейзи. Садитесь в лодку и в путь, Гарви. Мы уходим в море. Да, вы должны мне помочь. Как же я вам могу помочь? Мы встретимся с Гезом. Он выбросил вас в море. За это отбирают корабль и сажают в тюрьму. Вы меня извините, но
Я вас не понимаю. И зачем опять Гесс? Гесс меня не интересует. Мне нужен корабль. Фрези. Вы все время меня принимаете за другую. Я не Дейзи и не Фрези. Меня зовут Бичи Сенни. Посижу с вами, не возражаете? Вы бы хоть спросили разрешение у дамы. Дама возражать не будет. Дама моя жена. Ты пришел, чтобы просить прощения? Нет. Я пришел посмотреть на человека, который хочет меня убить. Привет, Гарви. Тебя никто не собирается убивать. Но ты отдашь корабль. То, что ты сделал с Гарвием, убийство. Выбирай. Или ты немедленно отказываешься от бегущей, или я зову комиссара. Я давно тебя не видел, Бичи. Прекрасная женщина у меня жена. Да, Гарви? Вы действительно заслужили пулю. Да. Пожалуйста. Держи, это настоящий. Стреляй. Все подумают, что это карнавальная шутка. А я буду притворяться живым. Гесс, перестань играть. Я это уже видел. А это... Не бойтесь, Гарви. Я вцеплюсь в стул, чтобы не упасть. Сейчас как раз погасит свет и начнутся фейерверки. Выбирайте. Или бегущий остается у меня, или... Или стреляйте. Всю жизнь нас зовет несбывшись. Смерть тоже несбывшись, пока мы живем. Единственное несбывшееся, которое сбывается. Вильям Гесс, дай мне руку и замолчи. Ты всегда пытаешься удивлять. А ты не удивляешься. Что тебе нужно? Мне нужна бегущая, Зачем? чтобы у тебя ее не было. А у меня ее нет. Капитана Геза не существует. Он умер. Вот. Посмотри. Это опиум. Они возили опиум за моей спиной. Ты была права. Я очень плохо следил за своим братьем. Капитан Гез – ширма для бутлера. Это скучно. Бич, кто это? Это человек из карнавала. Все мы люди из карнавала. Маленькие фигурки, пробегающие по 3 круга. Куда ты? Ты всегда спешишь. Пойду донесу на своих братьев. Это прекрасно. Комиссар!
оставаться на местах! Что ж, минута молчания кончилась. Итак, убит капитан Гесс, да? Надеюсь, что вы еще не забыли об этом. Я хотела бы все забыть. Сочувствую вам. Но сначала надо все вспомнить. Гарвей. Отпечатки пальцев на пистолете ваши. Да. Значит, вы и убили Геза? Нет. А как нет? Отпечатки ваши. Основания у вас тоже есть. Вы поссорились с Гезом, и он выбросил вас в море. Вы знаете, я подумал. Да. Я мог бы убить его. Ну-ну. Я мог убить Геза. Но не за то, что он меня вышвырнул в море. Я о другом. Мне казалось, что Гез понимает меня. Он говорил моими словами, он думал моими мыслями. Он говорил о самом скрытом, о том, что в сердце. Потом взял и предал. Врагу можно простить все. Но другу... И вы убили его? Нет. Я мог бы его убить. Но стрелял не я. Не вы. А кто же стрелял? Все. Как это все? Ну, все вокруг. Шумели, кричали, стреляли. А Гесс не мог уже больше жить. Он запутался. У него не было сил продолжать игру, которую он сам же придумал. Загадочного капитана Геза, загадочную женщину, которая его ждет на берегу. На берегу его ждала я, никакая не загадочная, а обыкновенная, живая. Когда он уходил в море, он забывал, что существует земля. Я хотела отнять у него корабль. Я вступила в сговор с Бутлером, просила его не медлить. Но было уже поздно. Он такой доверчивый. За его спиной делали всякие дела, а он... А не слишком ли мы много времени занимаемся характером капитана Геза? Ведь именно он и убит. Ну, тем более, у покойников характера нет. Скажите-ка, Бутлер, вы-то, конечно, не могли убить капитана Геза. Это исключено. Правда? Ну, почему же исключено? Разумеется, мог. Я был помощником капитана. А с какой стати? Капитаном должен быть я. Зачем мы шлялись по морю? Так, за мечтой. Ни зачем. А я человек деловой, практичный. Я моряк. Я хочу служить обществу. Людям нужны грузы, я бы их перевозил. А Гесс? Поэтому вы его и убили. Мог еще не означает убил. На пистолете не мои отпечатки. Отсутствие следов тоже след.
Перчатки ваши. Скажите-ка, Бутлер, как вы думаете, почему Гесс за минуту до смерти позвал меня? Может, он что-то мне хотел сообщить? Как вы думаете, что? Какая теперь разница, что? Для Геза никакой, но для меня. Вы сказали, что за спиной Геза... За спиной Геза был я. И стрелял тоже я. Пишите. Пишите, пишите. Вам этого достаточно? Расследуется убийство капитана Геза. Остальное меня не интересует. Верно. А стрелял я по соображениям, как говорится, идейным. Вот как. Это любопытно. А какие же у вас идеи? Итак, я стрелял в капитана Геза. А что такое капитан Гез? Выдумка. Игра воображения. Вот я и стрелял в игру воображения. Гоняться за призраками, бегущими по волнам. Придумывать себе жизнь. Я бы вообще перестрелял всех мечтателей. Такая у меня философия. А разве за философию сажают? За такую, да, сажают, за решетку. А решетки у вас крепкие, комиссар? Это зависит от сообразительности того, кто сидит за решеткой. Я сообразительный. Я очень сообразительный человек, комиссар. Не сомневаюсь в этом. Вы умница, господин комиссар. Прекрасно сказано. Если бы все так думали. Вы не скажете, где море? У вас за спиной. Да, но его там нет. Его нигде нет. Может, его выпить? Он был всегда одинок. Почему? Вы любили его, и он любил вас. Я убила его. Его убил Бутлер. Бутлер, ну да. Я любила Геза. Но когда ему было одиноко, меня не было рядом с ним. Когда ему было страшно, я не приходила. Я хотела отнять у него корабль, чтобы он вернулся ко мне на землю. Но он бы задохнулся без корабля. Наверное. Ну почему так всегда? Когда трудно, когда один, никто не приходит на помощь. Это неправда. Я был один. Один в море. Без весел. И ко мне пришла. Кто? Фрези. Фрези Грант. Бегущая по волнам.
Это сказка. Я тоже верил в нее. Он всю жизнь ждал эту Фрейзи. Но она была со мной в лодке. Что? Но она же была со мной в лодке. Вы сумасшедший. Она была со мной в лодке. Нет. Нет. Не было. Не было. Нет. Я не хочу больше. Что вы не хотите? Не хочу. Прощайте, я уеду. Куда? На корабль. Я вам ничем не могу помочь. Нет. Меня довезут рыбаки. Гарви, а что мне делать с бегущей? Продать? Не знаю. Прощайте. Все, караулите. Смотри-ка, едут. Приветствую! Здравствуйте. Приветствую, приветствую. Что? Благодарю. Ну что же, Гарри, вот мы и встретились. А тебя по-прежнему зовут твои голоса? А что это ты такое привез? Машину. А что это за машина? Хорошая. Очень хорошая машина. А ну, желающие, давай за мной. Эта машина, друзья, старая и заслуженная. Она разрушила на своем веку уже много памятников. Кому бы их не ставили. Вот какая-то машина. А бегущая? Ну, куда она бежит? В море. То есть никуда. На ее месте мы поставим новую, которая будет бежать к нам. А машина-то для чего? Как для чего? А ты еще не понял. Бедненький. А вот как шарахнем, сразу поймешь. Эта статуя, друзья, очень плохая. Эта машина очень хорошая. Вот как мы ударим этой хорошей машиной по этой статуе и на ее месте поставим новую, красивую, золотую. Что с вами? Вы же сами ее караулили. А он же мерзавец. Он убил капитана Геза. Он возит опиум. Осторожный, Гарви, не будем об этом. Друзья, кто угадает, на сколько кусков она разлетится, тому я ставлю бутылку. Вдребезги! Молодец, у него котелок варит. Стойте! Не надо! Не надо! Я прошу! Я не дам ее разрушить. Это же Фрейзи Грант. Это память. Это ваша память. Это символ надежды, мечты, веры. Да ну, музыканты! Эй, что вы делаете? Что вы делаете?
Я вам очень признателен. Вы защищали Фрейзи. Дело в том, что я ее покойный отец. Да, я капитан Александр Грант. Будете еще в наших краях, милости просим ко мне. Все наладится, образуется, так что незачем зря тревожиться. Все безумные образумятся, все итоги непременно подытожатся. Были громы, глад, были бедствия. Будут тишь да гладь благоденствия. Ах, благоденствие! Все наладится, образуется, виноватые станут судьями. Что забудется, то забудется, сказки сказками, будни буднями. Все наладится, образуется, никаких тревог не останется, и покуда не наказуется, безнаказанно и мирно будем стариться. Да, братец ты мой, не везет так уж, не везет. Контракт, 20 концертов, музыка на свежем воздухе, белый рояль достали, а публики... Шиш. Говорят, что в Зурбагане есть парень. Он лежа играет. Ложится на крышку и шпарит с обратной стороны. А я так не сумею. Завтра приходить? Или нет? Что же еще делать? Приходи. Дейзи, Да, Дейзи. что ты здесь делаешь? Вот хожу, смотрю на море. А как Табаган? Не знаю. Он откупил у дядюшки Проктора нырок. Мы с ним поссорились и расстались. А Проктор? Он в Риоле. Работает сторожем. Ё. Боль-то куда-то потерялись. Все потерялись, разбежались. А я устроилась лучше всех. Вон там, в ресторане. Мою посуду. Правда, это неинтересно. Скажите, Гарви, вы тогда не один были в лодке? Она была с вами? Да. Я всегда это знала. Теперь вы мне можете это сказать? Можете? Тебе, Дейзи, могу. Гарви, я сейчас заплачу. Не заплачу. Хотите, у меня есть бутерброды?
Ну, а потом? Что потом? Ну, вот она была с вами в лодке, а потом? Потом? Потом она встала и побежала. По волнам. Как, вот так, да? Побежала. Вот так, да? Так прямо и побежала? Значит, вы здесь. Да, Гарри. Я пришла, чтобы вам не было одиноко и страшно.